Привет, меня зовут Эмиля, и вы у меня на канале. Здесь я обычно снимаю о буднях жизни с собакой, котятками, моим мужем Димой, немного говорю о творчестве, работе иллюстратором, графическим дизайнером. Добро пожаловать ко мне во вложик. В этом влоге я решила посмотреть, как же я живу помимо работы. Сейчас моя работа занимает очень большую часть моей жизни, часто из-за такого бешеного ритма и наполненным только рабочей деятельностью становится как-то скучно и кажется, что я совсем не живу, кажется, что жизнь протекает мимо меня. И мне захотелось отследить, как же я провожу время помимо работы, чем я занимаюсь, что делаю для себя. Я надеюсь, что это видео будет вам интересным. Если это так, жду ваши комментарии, лайки. Обязательно подписывайтесь, это очень сильно поддерживает продолжать снимать видео дальше. Будет очень приятно, если вы не поскупитесь на свои эмоции, оставите пару приятных слов об этом видео. Знаю наперед, что здесь на протяжении этой недели я заметила, что, конечно же, у меня, как и у всех, очень много обычных, ничем не примечательных, рутинных дел. Я старалась совершать то, что действительно меня наполняет. Если в какой-то период меня хватало только на то, чтобы приготовить себе вкусную еду, позаботиться о том, чтобы я была сыта и при этом в процессе наслаждалась едой. Если меня хватало просто на то, чтобы приятно почитать книжицу, я старалась делать только это и не заставлять себя делать что-то через силу. В общем, приятного просмотра. Надеюсь, что я составлю вам приятную компанию. И обратно. Пара оборотов. Раз. И финальный. Суставы голеностопы, поэтому ноги согреваем побольше. Так. То же самое сделали с левой. Левую поставили, наклонились. Руки. Еще. Сейчас будем с тобой учиться. Сидеть. Умничка, молодец. Право, сидеть. Встать. Ай, супер. Ты ешь. Ешь. Кушай. Что? Не нравится тебе, что я слежу? Иди, куда хотел. Happy for somebody else, like lottery winners or extremely successful people who are 27. And then there's that hell on earth that only your closest friends can inflict on you. Балу нельзя. The baby shower. You can drag me to that thing if you put it. Enough of my kids. You see a sign, it says two-headed snake. You pull over. While Blaney is having a baby shower, you pull over. Что ты? Как не мог сообразить кого? Давай выкладывай, подбодрил Рона, заметивший ее смущение.
баланс не очень хороший. Стенка либо стул рядом. Финиш у нас остался. Мы сделаем с вами колено. Вы можете больше, чем думаете. Иногда плечи опускаете, как бы выныриваете из панциря. Раз. Оп. Давай. Хорош. Ты дома будешь. Скучал? Да. Ой, такой. Пупки. Сегодня, чтобы разбавить свою рутину, кошка выйдет. Я решила, вернее, мы с Димой единогласно. Первый лот. Второй лот. Здравствуйте. Это корзина 2 подростков. Ой, мамички. Ай, так больно упала. Прям на плечи. Так, ну, остальное полезное. Ну, ладно. Полезное. Да, что ж ты не автофокусируешься? Что правильно. А это вот Дима сегодня решил меня порадовать. Уже ничего не осталось. Одно. Такая вот жизнь. Такая лайф. Такая лайф. Прилетит на голову. А можешь мне перчик? Как же я обожаю запах пейнтбола по утрам. Обхохочешься, Радж. Нам никак не прорваться к пригорку. Кафедра химии нас отрезала. А как насчет ручья? Там кафедра фармакологии. А ты хочешь присесть? Нет, я иду в магазин комиксов. Тогда какая разница? Какая разница? Понеслась. А куда мы его сюда? Спасибо. Я слушаю. Как дела, пирожочек? Никто не называет. Ты услышал щелчок? Еще нет. А вот и щелчок. Мои девочки. Как определить количество работы у меня сегодня? Это после работы вот такой вот хаос. Потому что Балу просил внимания, а я ему не смогла выдать. Абсолютно все крышки от лесенок он таскает и грызет. Я их отнимаю и кладу к себе на рабочий стол. А еще, если я устала работать за целый день за рабочим столом, я перемещаюсь на диван и вот двигаюсь по всему дивану. Иногда работаю на кухне, когда уже прям совсем не вмоготу. Сегодня я очень устала. У нас прям очень много было работы. И сегодня я вряд ли буду заниматься каким-либо спортом, танцами. Ничем себя не хочу еще дополнительно нагружать.
очень устала за день, поэтому сейчас приберусь в квартире и выберемся с песиком гулять. Вообще, у нас почти неделю назад пёс прогулки поранил лапу. У нас как бы удается залечить эти раны, но, к сожалению, пока выходит не очень. У него торчит кусок кожи из его счесанной подушечки. Вот этот вот кусок кожи, он не дает зажить спокойно, потому что вот мы заматываем... Ну что? Мы ему заматываем бинтиками самофиксирующими. Вот, это пожеванный и съеденный лот. Ну, они, в общем, сами фиксируются. Их чуть натягиваешь, и они фиксируются. И этот кусочек кожи постоянно дергается при ходьбе, особенно на прогулках. Не дает зажить основной ране, нормально затянуться, хотя ей как будто бы с виду уже все хорошо. Из-за этого мы сократили количество прогулок. Того, что прогулок стало меньше, не успевает сбрасывать должное количество своей энергии. Получается так, что он дома просто пытается найти себе хоть какое-нибудь увлечение, но хоть чем-нибудь заняться. Жаль, мы так грустим, что он не может в полной мере ходить на прогулки, изучать новое, общаться с собаками и все такое. Просто бессмысленно убирать, потому что этот суперактивный пес сразу же наводит свои порядки. Вот. Очень полезная лестница. Мы вчера готовили филе в молочном соусе со шпинатом и грибами. Мне сегодня вообще не хочется мяса, поэтому я днем отварила себе. Выглядит, конечно, не аппетитно, мне вкусно будет, я уверена. Днем отварила себе спагетти, забрала весь этот соус. Это будет мой ужин без курицы. Потому что это, пожалуй, то немногое, что может поднять настроение, когда оно не очень, правда? Но прежде чем мы перейдем к выпуску, да, потому что, как Дэдпул, да, короче, понятное дело, что у них сейчас тяжелый период в жизни. Вот и совместный фильм. Это получается за 3 года до вот этой внезапной смерти Джеффа. Тогда уже все было понятно, как будто. Никаких осуждений, просто, выводы. There is nothing hard. Kind of used to go out. You two used to go out. That's so funny. Ну что ты хочешь? Мою конфетку? Да? Ты хочешь, чтобы я с тобой поделилась этой шоколадочкой? Ну я ее съела. Шоколадочка. Ты что, знаешь слово шоколадочка? Ты что, становись это слово. Дай. Сегодня закончился мой очередной рабочий день, и мы решили, что сегодняшний вечер мы проведем где-нибудь на улице. Наконец-то нашлось решение, как нам регулярно ходить на улицу с собакой, пока у него порезана лапка. Я покажу вам чуть позже какое-то решение мы приняли. Так, у меня появилось желание подкраситься, потому что я очень редко выбираюсь из дома куда-либо, хоть и на улице уже темно. Мне очень хочется как-то необычно сегодня выглядеть или хотя бы попробовать новую тушь. Я пробовала Кабаре,
черный цвет. И хочу попробовать коричневый. Я в целом очень редко сейчас крашусь. Конечно, как и любой девчонке, мне нравится заниматься всем этим процессом. Тем более, как девчонки, которые рисуют. Рисовать на своем лице тоже неплохая идея. Знаю, что нельзя щипать брови перед нанесением тона, потому что образуются микротрещинки, будет попадать тональник, и у меня у самой часто так бывало, что потом возникают какие-то воспаления на этих местах. Я вспоминаю про брови только когда наношу макияж. Чаще всего это так. Я не бьюти-блогер, но мало ли. Из последних моих любимчиков это Релуи Pro в оттенке 20. Всегда мечтала побыть бьюти-блогером, но из меня такой себе бьюти-блогер, потому что я люблю покупать одни и те же продукты, которые уже точно работают на моем лице, потому что кожа у меня такая специфическая. Обычно я все это растушевываю пальцем. Я постоянно, когда пользовалась кистями, забывала мыть их, хотя это и было, когда я была 18-летней девчонкой. Зная себя, я осталась такой ленивый в этом плане. Уже года 3 я пользуюсь BB-кремом от Мина. Одном и том же оттенке 613 с минимальным SPF 30. Нравится тем, что он усиливает мой природный блеск лица, скажем так. При этом он такой щадящий, как кремик, достаточно легко ощущается на коже. Оттенок на самом деле довольно яркий. Я в целом его обновляю в летнее время, когда кожа немножко подзагорит, поэтому он у меня темненький, но если его хорошо растушевать, то на моей коже смотрится хорошо и свежо. Я не люблю, когда кожа чересчур выбеленная, либо чересчур матовая, опять-таки из-за того, что у меня уже рубцы. Если кожа, во-первых, супер матовая, то это сильно подчеркивается. Если она чересчур выбеленная, то тоже мне не нравится, как это выглядит. Стараюсь выбирать оттенки, которые чуть-чуть подрумянивают мою кожу. Румяна у меня жидкие. Я тоже вот стараюсь использовать, если я уже наношу какие-то кремовые продукты на лицо, стараюсь, чтобы все остальные продукты тоже были кремовыми. У меня такие вот румяна от Релуи. До этого у меня был оттенок более насыщенный. Этот такой яркий. Мне нравится, как он освежает. Уверенности на самом деле мейкап мне не придает. Нравится процесс. И причем мне нравится этот процесс, когда он уже не заюзанный со всех сторон, когда это просто красишься, потому что тебе надо свежо выглядеть, презентабельно и так далее. Мне нравится краситься просто потому, что мне нравится этот процесс. Гель для бровей у меня от Lux Visage, бесцветный. У меня ресницы, брови сами по себе темные. Мне бы хотелось, чтобы тушь буквально чуть-чуть удлиняла мои реснички, чуть-чуть делала их более контрастными. Я не пользуюсь пудрой. Ранее пользовалась из-за того, что комплексовала из-за своего блеска на лице, но пудра очень пересушивает мою кожу, и потом сложно ее восстановить. Возможно, я не нашла подходящий для себя вариант пудры. Возможно, есть какие-то именно под мою кожу, которые не будут ее пересушивать, но при этом будут выполнять функцию какой-то матовости, но опять же не чересчур. И недавно приобрела вот эту вот знаменитую гигиеничку, но с цветом, тоже от Vivienne Sabo. Говорят, он самый нюдовый и самый такой приятный, но, честно говоря, я бы хотела, чтобы был более розовый нюд, а он скорее в рыжую сторону. Вот такой вот мейкап у меня получился. Максимально простой, максимально комфортный мне на любой период. Просто румяшки здесь, немножко туши, чуть-чуть подвести бровки, максимум еще губы. Обычно у меня это просто гигиеничка. Но сейчас вот я очень полюбила вот такие вот штуки. Они в целом не держатся долго, но при этом чуть подкрашивают губы, дают какой-то цвет и уже выглядит как-то чуть более презентабельно. И вот с таким мейкапом я спокойно пошла куда-нибудь на вечеринку, и обычно так оно и происходит. Это и повседневный мейкап, и вечериночный, все на свете, на все события в жизни. Молодец, молодец.
Я чувствую, типа, запах. Сейчас вот через... Будем выходить. На выходе. А то не стерлось первое? Не, оно стирается, ну, при соприкосновении с жидкостью. Но вообще сказали, что оно не проникает эта жидкость. Прямо. Сумочка, которую мне отдали мои племянницы. Мне кажется, прикольно сочетается. Вязаная с этими куртками. И что в моей сумочке? Для собаки. Для собаки. Водичка. На долгих прогулках Балу хочет пить. Даже зимой, так как мы отучаемся от пеленки, нам необходимо, чтобы он пил на улице и сразу делал все свои дела на улице, и чтобы домой он уже приходил без всяких там своих дел. Кармашек с лакомствами. Тут его корм и вот такой вот, такие кусочки вымя. Тоже сюда. Возьму на всякий случай кусочек самофиксирующего бинтика и влажные салфетки. И в эту сумку уже ничего не помещается. Ну, ничего страшного. Так миленько сидит. Hello, everybody. Это очередной конец дня. Сегодня я закончила раньше. У нас по пятницам до 18 часов рабочий день. Это такой приятный бонус. Ну и начинаем мы на час раньше. Сегодня я опять не делаю ничего продуктивного. Уже получается третий день. Сегодня приходит ко мне в гости моя подружка. А еще из приятного это то, что мы с моей собачулечкой любимой, которая сидит вот там и грустит, глядя в окно, стали в полной мере гулять на улице. У нас вечно отваливается эта сторона ролл-шторы, и честно, меня это дико бесит. Я просто терпеть не могу чинить это все, потому что я невысокого роста, и мне постоянно надо тут изворачиваться, придумывать, как это все крепить нормально. Еще этот утяжелитель снизу постоянно тоже пытается свалить куда-то. Свалился цвет. Обожаю. Балу. Теперь он ест землю. Ничего необычного. Балу, я надеюсь, ты там не ешь землю? Надо на конце, конечно. Волосы совсем короткие. В любом случае, как бы я ни старалась, получается так, что и на конце. Вот такая вот история. Мне необходима была термозащита, чтобы пушистости не было. Особенно зимой это очень актуально. Я не вижу особенной разницы, честно говоря, когда я не наношу этот спрей. Будем надеяться, что что-то он там защищает.
У меня сейчас целое испытание перед прогулкой в 2-3 слоя наносить вот этот вот спрей с алюминием. Это жидкий пластырь и ранозаживляющий эффект, и просто он защищает эту ранку, и вроде бы как не проникает жидкость, грязь и все такое. Что, тебе таскать? Ты же уже большой. Помнишь каталогом листов из MIT? Она будет возглавлять нашу группу анализа данных. Рада познакомиться. Все, я понял. Третий лишний. Простите, я должен был сам до этого додуматься. Не буду вам мешать. Блин, можно салфетку? К сожалению, нет. Уходит конец 19 века, в советское время участки здесь раздавали под дачи. С участком, и там довольно-таки легко найти дом, квадратов 130, за 50 плюс миллионов рублей. В современных реалиях, по Правда, не надо повторять это дома, потому что есть множество способов сделать дачный проект дешевле. Но вот так получилось, что у нас получился вот такой вот. Всем привет! Мы только что вернулись с псом после прогулки. Сейчас уже 7 вечера, то есть суббота почти прошла. И у меня сейчас очень большой соблазн из-за того, что прогулка была достаточно активная и долгая, редкая за последнюю неделю. Честно говоря, даже почти за месяц, так как у нас было очень много карантина после операции. И сейчас мне очень сильно не хочется заниматься еще спортом, хотя я уже пропустила 2 дня. Сегодня уже где-то кольнула в спине. И да, у меня это сразу сказывается на спине, потому что я сижу вечно скрючившаяся после работы, что-то в позе креветки делаю. В целом, что много такой сидячей работы, малоподвижной. Плюс мы заметили, что некоторые рейки в нашем диване отсутствуют, и поэтому он в некоторых местах такой немного неровный, ощущается после сна. И если ежедневно не тренироваться, то лично у меня присутствует такая тяжесть, поэтому спорт очень сильно важен, тем более, что я купила платную подписку на FitStars, и это меня гложет, что я не занимаюсь ежедневно. Но надо признать, что до этого очень долгое время у меня вообще нет спорта на ежедневной основе, поэтому сейчас это хоть какая-то регулярность и активность. Не надо, спеть. Плечами назад. Начинаем. Приставь. Выпад. Приставь. Вот в таком варианте. Готовы? Давай. И выдох. И расслабьте. Расслаблены. И мы поднимаем таз за счет напряжения пресса. Лопатки. Поднимаем то же самое. Нижний. Давай. Жика. Напряглись.
нельзя. I tell you about listening to my CDs? You put Natalie Imbruglia back, and you too! Now I only see. Within a year, and I'll be single for the rest of my life. Like I owe you so much. I mean, if it wasn't for you, I wouldn't have had the guts to do this. Oh, well, I didn't really. It's like I was under house arrest for the past few years, and No gesture at all. You know, I don't think Guy's being thoughtful. He's actually being very selfish. I agree. He's muddied the water. Oh, you're all just cuckoo. The man sends her flowers on her birthday, and you're all condemning him. Henry, no, Dennis. For Christ's sake, give that dog a break. Да. Кусь. Да, молодец. Пожалуйста. Привет. Ну, сейчас потерпи. Сейчас рюкзачок возьмем, да? Ну? Или вы сейчас на прогулку пойдете купите? Так ты хочешь? Ну, либо на прогулке сейчас купите, либо мы пойдем потом когда гулять пойдем, просто возьмем рюкзак с собой и купим. Давай потом. Кушай. А Балуша идет гулять. Да? А Балуша пойдет гулять. Здорово. Где твой карман, бабу? Камашу, которую мы берем с собой на прогулку, там вон лежит его корм и некоторые лакомства. Все, пока. Это слово говорю, он на меня круглыми глазами посмотрел. Себя вели. Да, все хорошо. Ой, какие... Какие молодцы. Там еще есть на разочек хлорких седин обработать. Я знала, что ты не купишь. Что сейчас? Там еще есть на разок. Сейчас. Иди.
Только сюда. Мне надо электрика возле школы номер 2. Я бы и тебя пригласил, но я знаю, что ты не фанат футбола. Нет, я совсем не люблю. Ну что ж, ладно, ведь мясо не куриное, но что по вкусу напоминало курицу. Ну так может... Это да, в Техасе довольно много собак-болельщиков. А вот кошки отказываются носить спортивную одежду. Моя сестра узнала об этом на собственном печальном опыте. Ладно, пожелай мне удачи. Леонард, подожди. Если я правильно предполагаю, то твои попытки добиться расположения друзей... Пуру-пу-пу. Пуру-пу-пу. Ну? Ты что, не подмечаешь? Не, просто я говорил это про то, что на все эти церковные праздники отмечать. Я говорю, ты почему ты в церковь не ходишь тогда? Ой, ну какая девчонка. Тепло, что зачем заняла его место? Ты думаешь, он осознает, когда видит танцу, что это такой же, как и он, или нет? Похоже на букву А. Похоже?